Привет, с вами Павел Чар. Поддавшись на уговоры, я решил сделать обзор игры поновее и выбрал для этого Mario Luigi Paper Jam. На магазинных полках она появилась совсем недавно, в начале декабря 2015 года. Оговорюсь сразу, музыка в этом ролике сторонняя, а названия композиций будут высвечиваться по мере их смены. Несмотря на то, что музыку я отключил, в оригинале она довольно приятная, подходит игровым ситуациям, особенно боям, и сделана качественно. Почему я выбрал для обзора игру про Марио, спросите вы. Все просто. Со времен Lost Levels я не интересовался серией. К тому же картридж на портативную систему, а портативки я люблю. Да и нужно было отойти от серьезных RPG, чтобы выбрать несерьезную. Прохождение у меня за него 38 часов. Информации на тот момент не было никакой, и я словно вернулся в детство, когда интернет отсутствовал, и в лучшем случае были книги с подсказками. Здесь же, в самой игре очень хорошая справка, которая поможет новичку. Вообще здесь много побочных заданий, призванных удержать игрока даже после первого прохождения. Об этом говорит и специальная кнопка перемотки, позволяющая ускорять диалоги. Думаю, отлично подойдет для знакомства начинающих с ролевыми играми. Сложность чуть выше среднего, и связано это с активными боями. Существует система достижений, которая называется «Испытание мастерства». Это особые условия, которые нужно выполнить в бою. Например, наиграть 50 боев подряд, ни разу не сбежав. Проходя испытания, вы получаете баллы, которые можно обменять на снаряжение. Для юных игроков предусмотрена возможность выбрать легкий режим в любое время. Он делает ваших героев сильнее, а врагов слабее, чем обычно. В нем можно использовать упрощение атак, однако в легком режиме испытания мастерства не засчитываются. Давайте бегло скажем о графике. Она в меру хороша, выполнена в мультяшном стиле и приятна глазу. Цвета выбраны яркие, эффект 3D здесь практически не используется, так что вполне можно его выключать или играть на Nintendo 2DS, не боясь что-то упустить. А вот сюжет, к сожалению, подкачал. Луиджи с Тодом пошел затыкать дыру на чердаке и уронил волшебную книгу. Она открылась, и жители бумажного мира оказались в обычном грибном королевстве. Повсюду разлетелось множество бумажных Тодов. Вам нужно спасать их, чтобы продвинуться по сюжету. В справочных можно брать задания по спасению Тодов. Интересно отметить, что бумажные персонажи на самом деле трехмерные модели, а остальные – аккуратные спрайты. Уровень полностью трехмерный. Такое смешение, впрочем, нисколько не портит общий внешний вид. Принцессы с братьями решили, что где-то появились бумажные враги и Боузер, поэтому лучше сразу их победить. Помогать в путешествии нам будет Золотинка, одна из звездных духов. Заодно решено найти бумажного Марио. Мини-игра первого типа – это поиск Тодов. Они боятся нового мира и, как бумажные создания, вовсю используют возможности спрятаться. Поэтому надо найти их прежде, чем солдаты Боузера, чтобы потом отправить в замок, где бедняги будут в безопасности. Прячутся они отлично. Я до сих пор помню, как ближе к концу игры одного Тода минут 5 искал по всей карте. Но прежде чем покинуть замок, надо подготовиться к путешествию. Только вот беда, кралик стянул все специальные приемы. Он обронил лишь несколько, и по ходу игры надо будет его ловить, чтобы забрать остальные. Однако братьям все нипочем, поэтому они берут, что осталось, и отправляются дальше. Кстати, говоря кралик, я не ошибся. Это имя воришки, образованное из слов кролик и красть. А подход с постепенным введением новых и сильных умений типичен для RPG. Если вы играли в Mario RPG, то знаете, какое внимание уделено качеству текста. Спешу обрадовать, здесь оно не хуже, а может и лучше. Такое вот противоречие, изумительные фразы и незамысловатый сюжет. Примечательно здесь другое, отличный перевод во всех подробностях, передающий игрокам задорные шутки. Более того, игры для 3DS на русском – редкий гость, поэтому стоит на нее хотя бы взглянуть и отметить усилия всех причастных к переводу. Ну не знаю, ты уверен? Он какой-то не такой. Дружище, ты прав. Марио, конечно, полноват, но не до такой же степени. Чего вы на меня уставились? Подай его на счет 3. 3. Эй, отпустите! Руки прочь! Он такой тонкий. Помнете же! Отдайте ботинок! Это подарок мамы! Хватит! Приятель, ты в порядке? Нет, не в порядке. Ты видел, как они со мной обращались? А если бы надорвали?
Я этого так не оставлю. Давай их проучим. Вот теперь можно почувствовать себя Тосиюки Такахаши и попробовать сделать 16 нажатий в секунду. Но вы скорее 3DS убьете, чем это получится. Не люблю наяривать кнопки как одержимый, знаете ли. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу, па-па-па-па-па-па-па-па-па. Бедная приставочка. Повезло вам, что вас только двое. Мы вернемся с целой пачкой друзей. И намнем вам пока. Ребята, вот они. Вот эти бандиты меня помяли. Не притворяйтесь, что забыли. Я Гумба, которого вы погнули. Я полдня вмятины на голове выправлял. Еще не все выправил, конечно, но уже лучше. Видите мощных парней за мной? Это мои друзья. И сейчас вы за все ответите. Супер, мега, супер, атака. Кажется, супер 2 раза сказали. Вам конец. Боевая система. Вот то, что не даст заскучать до конца игры. Не переживайте, при первой битве в игре Золотинка расскажет основы боя. Классный прием, не ожидали, да? Эй, ребята, вставайте, неужели вас победят какие-то бумажки? Ахаха, любой из нас намного сильнее этих двух. Погоди, хвостунишка, сейчас мы вам покажем. Вставай, Марио, надо проучить этих гумб. Пойдем доложим о нашей победе владыке Боузеру. Все враги в игре делятся на бумажных и обычных. И, например, поведение бумажного гумба будет отличаться. Кто выключил свет? Помогите! Бумага менее быстра, но при этом пластична и может летать. Естественно, она боится огня. Вот это наглость! Эй, промокашка, сейчас ты получишь! Так, мы и встретили бумажного Марио. Ладно, давайте перейдем к игровой механике. У каждого героя есть своя кнопка действия. А у Марио, Б у Луиджи и Y у бумажного Марио. А вот X общая, на нее назначен бег, прыжок сразу всеми и защита. Бумажный Марио умеет создавать копии, которые бьют равномерно по всем врагам. Если сантехника ударят, то урон сначала получит копии и разлетятся. Это в серии новшества. Если перед вражеской атакой герой пригнулся, то он готов к защите прыжком. Своевременный прыжок позволяет не только увернуться от атаки, но и нанести врагу урон. Сам будет не рад, что напал. Есть еще защита молотом и другие варианты. Ваши атаки оцениваются по качеству выполнения в зависимости от того, насколько точно вы выбрали время нажатия кнопки. Получив оценку «Отлично», нанесете больше урон. За победы в боях герои получают опыт. Когда его накопится достаточно, уровень повышается. При повышении уровня у героев прибавляется здоровье, а атаки становятся сильнее. Позабавила меня характеристика усы, аналог местной удачи. Чем кустистее и гуще усы, тем больше будет удачных ударов и предметов за победу над врагом. Каждые несколько уровней у героя повышается разряд. При этом вам дается возможность выбрать бонус разряда. Например, дополнительный слот под вещи или больше копий для бумажного Марио. Есть еще особые приемы. Дуплетами называются совместные атаки Марио и Луиджи. Триплеты – тройная атака всех героев, при которой враги становятся бумажными. На такие атаки тратятся очки братьев. Восстанавливаем очки, выпив сироп. В общем, это аналог маны. Одному мне кажется, что авторы в бильярд переиграли, выбирая дуплеты и триплеты в качестве названий атак. Мир в игре проработан, и каждая область сделана с умом и душой. Знай себе, ищи сокровища. Все враги на карте видны, и можно напасть на них первым, что даст преимущество. Тем более, игра услужливо подсказывает, сколько их еще осталось в той или иной области. Способности открываются не сразу, поэтому придется побегать в уже посещенных местах, чтобы найти какой-нибудь боб скорости. При этом некоторые карты меняются, потому что со временем на них оказываются картонные острова, платформы и деревья, что меняет местность, заставляя по ней передвигаться иначе. Авторы так подгадали с длительностью локаций, что окружение не успевает надоесть. Еще одна мини-игра. Нужно догнать всех тодов и затолкнуть за ограду. Они потребуются изобретательнице Теодете, которая вечно что-то мастерит в замке. По сюжету огромное картонное нечто перегородило путь, а рабочих рук не хватает. Делать нечего, придется побегать. Немного про бои мегамакетов. Они происходят в реальном времени. Сначала надо поднять боевой дух тодов, таскающих макет с героями. Затем толкнуть врага и прыгнуть на него, и раздавить. Безусловной новинкой стали карты. Появляются не в самом начале, но немного про них я расскажу.
Для использования боевых карт нужны звездочки, которые вы получаете за успешные атаки. В боевой колоде 10 карт. Набрав указанное на карте количество звездочек, вы сможете ее применить. После использования боевая карта будет сброшена. Когда все карты из колоды кончатся, они перемешаются и вернутся в колоду. Если на поле лежат 3 карты, новые не выкладываются, пока не используете или не сбросите хотя бы одну. Эффекты совершенно разные, например, нанести 90 очков урона всем врагам сразу. С помощью Амибо можно создавать особые карты персонажа, которые помогут в боях. Если играете не на New 3DS, вам понадобится устройство для чтения информации с Амибо. Карты персонажа можно создать с помощью следующих фигурок: Тодд, Боузер, Пич, Марио, Луиджи и Йоши. В общем, карт здесь более сотни, и если я все про них расскажу, то разве интересно будет играть? Также здесь полно мини-игр, например, викторины у Тодда Всезнаек или забеги на скорость. Итак, подведем итоги. Если в свое время не играли в Mario RPG, то обязательно купите Pepper Jam на картридже. Она предназначена для широкой аудитории и станет отличным подарком. Тем более игра получила прекрасный перевод на русский язык, имеет встроенную справку и подсказки и подойдет даже детям. Если же вы фанат Марио, то нового здесь практически не увидите. Но все равно картридж в коллекции будет смотреться превосходно. Враг не дремлет, но 3 друзей используют свою смекалку и умение, чтобы спасти принцессу. Поможем им. На этом у меня все. Пока.